Сегодня мы отправимся в сказочный Кохам. Вы увидите величественный замок с высоты птичьего полета. Я снял для вас потрясающие кадры на дрон, от которых захватывает дух. Мы прогуляемся по уютным улицам города, а с нами наши друзья. Присоединяйтесь и вы к нам. Привет всем, меня зовут Иван. А я Индира. Поехали! Замок Райсбург находится в Германии, в городе Кохам. Он был заложен около 1000 года. Его построили на 100-метровой скале не только для красоты, но и для заработка. В средние века реку Мозель внизу перекрывали массивной железной цепью, которую управляли прямо из замка. Хочешь проплыть мимо – плати пошлину. В 1689 году войска французского короля Людовика XIV захватили замок. Они не просто его взяли, они его взорвали и сожгли. Почти 200 лет замок стоял в руинах, превратившись в проросший мхом скелет былого величия. В 1868 году берлинский бизнесмен Луи Равене купил руины всего за 300 золотых марок, смешные деньги по тем временам. Он не просто восстановил его, а превратил в сказочный неоготический дворец, добавив множество башенок и шпилей, чтобы замок выглядел идеально средневековым. Этот замок пережил рассвет империи, полное разрушение и чудесное воскрешение, став воплощением немецкой романтики на берегах Мозеля. За 14 евро вы станете гостем самой реки, отправившись в часовое странствие мимо сказочных берегов Кохама. Это мгновение, когда мир замедляется, а панорама замка и виноградников превращается в живую открытку прямо перед вашими глазами. Ну а теперь спускаемся с небес на землю, точнее на асфальт. Зима прошла, и сезон для мотоциклов уже открыт. Погнали! Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекою, быть темною водой. Вечно молодой, вечно пьяный. Кто-то молодой, кто-то пьяный. Хочет стать рекой, быть темною водой. Вечно молодой.
Расстояние от нашего дома до Кохма примерно 200 километров, так что мы можем легко приехать сюда, погулять и вернуться домой еще засветло. Но главная причина, почему мы любим ездить в эту сторону, это классная извилистая дорога, которая идет через леса и поля, и на которых почти нет светофоров. Ё-моё, Женя, а ты что не снимаешь? Таня снимает, Индира снимает, Женя не снимает. Мы с утюгом вместе. Hello. Смотрите, мои дорогие 30 подписчиков. Это город Кохм. Вот такие вот прикольные паровозики здесь катаются. Нужно заплатить немного денежек, и он тебя на замок отвезет в гору. Кто не хочет пешком ходить. Да, вот такая вот штучка тут есть. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Мне было интересно, что это за мозаика такая, и попозже я прочел. Так вот, на ней изображены ключевые этапы развития этого города за последние 2000 лет, от римлян до наших дней. А вот в этом ресторанчике мы как-то кушали, если мне память не изменяет, 2 года назад это было, да? Да. Флям, вы туда? Вы что? Ну, давай, чтобы, Да? Куда хочешь? Не Галь, я просто думал эту хрень снять. просто идем, как и места вроде есть. Так, Хорошо. вот. Облюбовали вот такую вот кафешечку, Браухаус. Вот тут как раз, если деньги кончатся, можно в шпаркассу зайти, деньги снять. Кстати, Индира, это вот про нас. Может, 53? Зацените, подписчики, 53. что-то тут там есть. Да. Так, зацените, какую вкусняшку нам тут принесли. Это называется флям-куха. Типа пицца, но что-то раза в 3 тоньше. Наши привыкли, что все время камерами тыкают. Вот такие вот паровозики ездят в городе Кохм. Кухем уже съели мы. Флям кухе. А стоил он сколько? 16 евро. 16 евро. Кому интересно. Вот такой вот стаканчик пиваса безалкогольного стоит 4,90. А Индира, сок твой виноградный сколько стоит? Не знаю. Не знаю. Столько стоит. Таня схавала тирамису. Тирамису сколько стоил? 6,90. Тирамису 6,90. Женька, что там, уголь ешь? Сколько уголь стоит? 16. Женька заказал угли. Он это России активированный уголь любит Дорогой. хавать. Для Евросоюз желудка везут. полезно. Да нет. Пойдем. А вон там где-то замок, над которым мы летали. Да, они сквозные. Вот подписчик. Кому штанишки? Ну, вот кому из подписчиков нужны штанишки? Теплая. Точно, коки не сняли. Вон, зацените, какие коки тут есть. Под камеру не захотела залазить. Боятся люди камеры? Правильно, у меня 30 подписчиков все хуйня. Так, где там наши мотоциклы стоят? Вот они. Вот так вот. Столько модов тут. Но на самом деле в теплый день летом здесь все битком, намного больше мотоциклов.
дорогие подписчики. Вот наши девочки тут бегают и плачут. Видите, им так страшно, что они бегают и плачут. Потому что вот здесь вот бегает мышка, вот с этой кучи выбежала, и вон туда прибежала. И сейчас я вам покажу, где она сидит. Смотрите, видите, вот это вот хвост ее торчит. Видите, она туда залезла, подтянулась, вон она шевелится и хавает там что-то. Девочкам не нравится такая компания, поэтому они убежали и плачут там. Дырка для воды, чтобы вода вытекала. Дырка специальная для крысиного хвоста. Все, хватит плакать. Давай я унесу, давай. Ну ты не бойся, у них главное это рататуй, он тебя вкусным супом угостит. Так, сейчас, смертельный трюк. Смертельный трюк. Сейчас увеличим на крысиный хвост. Надо, чтобы видно было, как ты пинаешь. Ну давай. Ага. Бац, исчезла. Залетела. Это было очень опасно. Но мы все еще живы, мы все еще дышим. Это было настолько опасно, что Таня убежала со всего двора. А Индира убежала в конец двора. Все, Индира, опасность миновала, можешь возвращаться. А? На этом наше мини-путешествие подошло к концу. Город изучен, сувениры куплены, заряд эмоций получен. А в каких замках вы уже побывали? Или какие замки хотели бы посмотреть? Пиши об этом в комментариях. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новое видео про путешествия.